Добрый день! Сегодня мы с вами будем шить детскую теплую пижамку. Шить я буду по выкройке из журнала Бурда. Вот эта выкройка, а ссылка на нее будет в описании к этому видео. Итак, сначала рассмотрим выкройку пиджачка. Я выкроила спинку 1 деталь со сгибом, прибавка на все швы 1 см, по низу 4 см. И теперь самое главное. Шить я буду из плательной фланели. Данный материал ко мне пришел из магазина тканей Ткани-Ленд. Ссылка на него будет в описании к данному видео. Этот материал очень приятен к телу. Он мягкий, уютный. Его поверхность слегка ворсистая. И вот на теплые пижамки для ребенка самое то. Далее я раскроила 2 детали переда пиджачка. Прибавка на все швы также 1 см, по низу 4 см. Здесь не забываем перенести метку втачивания воротника. Выкройку подборта переда я перенесла на кальку с основной детали. Посмотрите. Здесь прибавка также везде 1 см, по низу 4 см. Деталь кармана также я перенесла на кальку с основной детали. Первоначально я выкроила 2 детали кармана. Думала сделать 2 кармашка, но потом передумала и сделала 1. По верху кармана 2 см прибавка на швы, по другим сторонам 1 см. Обтачка горловины спинки 1 деталь со сгибом. И 2 детали воротника. Рукав. Также 2 детали, прибавка на все швы 1 см. Переносим все необходимые меточки. Обработка низа рукава предусмотрена планкой. Ее я выкроила из основного материала, непосредственно используя выкройку уже готового рукава, сделав припуски на планку по 1 см снизу и сверху. И теперь брючки. Сначала рассмотрим задние половинки брюк. Это 2 детали. Прибавка на боковой шов и шаговый 1 см, по низу 4 см. Брюки предусмотрены с отдельно кроющимся поясом, но я решила сделать цельнокройный пояс, поэтому по верху я прибавила 6 см. Передние половинки брюк также 2 детали и абсолютно такие же прибавки на шов. Только здесь в выкройке предусмотрен ложный гульфик. Его я решила не делать, поэтому просто загнула на изнаночную сторону. Итак, начнем шить мы с брюк. Это самое простое. Для этого накладываем лицевыми сторонами друг на друга переднюю и заднюю половинки брюк и сшиваем боковой шов и шаговый. Шить я буду на обычной швейной машинке, а после обрабатывать швы на оверлоке. Предварительно я все швы сколола иголочками. Шью на расстоянии 1 см от края. Надо сказать, что данный материал очень удобен и прост в пошиве и обработке. Работать с ним одно удовольствие. Прошив одну штанину, тут же подкладываем вторую.
Две брючины готовы. Теперь берем одну из них, выворачиваем на лицевую сторону и вставляем во вторую. Скалываем иголочками по переднему и заднему шву. При этом смотрим, чтобы шаговые швы на наших брючинах сходились. Теперь прошиваем этот шов на машинке, а после обрабатываем на оверлоке. Основа наших брюк готова. Верх на брюках я обработала на оверлоке, после чего подвернула внутрь на 3 сантиметра, сколола иголочками и теперь буду прошивать на обычной швейной машинке по краю оверлочной строчки, оставив небольшое отверстие для вдевания резинки. Я взяла резинку шириной 2,5 см. Длину я отмерила непосредственно по ребенку. И теперь эту резинку буду вдевать с помощью булавки в оставленное нами отверстие. После этого концы резинки сошью вместе и зашью вот это вот отверстие на поясе. По переднему и заднему шву я резинку закрепила машинной строчкой, чтобы она не переворачивалась. Низ брючин я также сначала обработала на оверлоке, а после подогнула на 4 см и отстрочила по оверлочной строчке на швейной машинке. Такая обработка очень удобна. Всегда можно распороть эту строчку и при необходимости увеличить длину брюк. Теперь собираем пиджачок. Для начала сошьем боковые и плечевые швы. Для удобства, конечно, предварительно все сколем иголочками. Не забываем про карман. Верх кармана я подвернула внутрь на 2 см и отстрочила, а остальные 3 его стороны загладила внутрь также на 1 см. Теперь находим на нашем пиджачке необходимое место для кармана и отстрочим карман по 3 сторонам. Для удобства я все это сметала предварительно. Посмотрите, вот такой вот симпатичный кармашек у нас получился. Наверху я делаю треугольные закрепки для надежности кармана. Вот такие вот боковые плечевые швы у нас получились. Деталь воротничка одну, 2 детали подборта и обтачку горловины спинки я продублировала флизелином. Теперь сшиваем детали подборта с обтачкой горловины спинки. Швы разутюживаем в разные стороны, а по внешнему срезу обрабатываем на оверлоке.
Теперь две детали воротничка накладываем друг на друга лицевыми сторонами и будем сшивать по внешнему краю от метки до метки. Метка при втачивании воротника в пиджачок. Вот посмотрите, я начала строчку строго от этой метки. Все швы мы подрезаем, оставляя буквально припуски в 3 мм. После чего воротник выворачиваем на лицевую сторону и хорошенечко проглаживаем. По внешнему краю воротника я отстрочила на швейной машинке на расстоянии буквально 2 мм от края. Теперь будем вшивать воротник. Для этого находим середину воротника, ставим метку, также находим середину спинки пиджачка. Эти метки совмещаем. Также смотрим, чтобы конец воротника приходился на метку втачивания воротника. Теперь раскладываем наш пиджачок лицевой стороной вверх, накладываем на пиджак воротник и будем сверху прикладывать наш подборт с обтачкой горловины. Таким образом, чтобы воротник находился между пиджачком и обтачкой горловины. И совмещая все контрольные метки, включая плечевые швы, мы прикалываем наш подборт. Теперь наш подборт необходимо пришить на швейной машинке. Обрабатывать на оверлоке этот шов не надо. После этого все припуски на швы, особенно вот на этих скруглениях, я подрезаю до расстояния 3-4 мм. И отворачиваем подборт на лицевую сторону. Низ пиджачка вместе с низом подборта мы обрабатываем на оверлоке.
Теперь этот низ я подвернула внутрь на 4 сантиметра и отстрочила по краю оверлочные строчки, начиная от шва подборта. Теперь внешний край подборта необходимо отстрочить на расстоянии буквально 2 мм от края. Строчить начинаем от воротника. Вот, посмотрите, я отстрочила. Также я отстрочила и внутренний срез подборта вместе с обтачкой горловины спинки. То есть обтачку горловины спинки я также отстрочила по внутреннему срезу. Посмотрите, какая получилась аккуратная и симпатичная внутренняя отделка пиджака. Теперь рукав. Планку рукава мы подвернули внутрь по внешнему краю на 1 см и прогладили. И накладываем эту планку лицевой стороной на изнаночную сторону рукава. И этот край сошьем. Теперь отгибаем планку и припуск на шов отстрачиваем на сторону рукава. После планку накладываем на лицевую сторону рукава и по внешнему срезу планки отстрачиваем на расстоянии 2 мм от края. Теперь рукав складываем пополам и сшиваем этот шов. После его необходимо обработать на верлаке. Если вы были очень аккуратными, то внешний срез планки должен сойтись.
Шов на рукаве со стороны планки отворачиваем на сторону спинки и отстрачиваем на расстоянии 1,5 см от края, чтобы он не мешался. И нам осталось только вшить рукава в пиджачок. Для этого вкладываем рукава в пиджачок, совмещая лицевые стороны. Также совмещаем все швы, то есть боковой шов со швом на рукаве, и совмещаем меточки. Это плечевую метку на рукаве со швом плеча на пиджачке. Еще одна деталь. Не перепутайте, какой стороной рукав идет к переду, а какой к спинке. Равномерно распределяем рукав по пройме, скалываем иголочками, а после также сшиваем на швейной машинке и обрабатываем на оверлоке. При необходимости поверху рукав можно припосадить. И наша пижама готова. Посмотрите, какая она получилась симпатичная. Брючки я вам уже детально показывала, поэтому к ним возвращаться не буду. А сейчас давайте рассмотрим пиджачок. Посмотрите, я уже пробила на нем петли и вшила пуговицы. Сразу, предвидя ваши комментарии, скажу вам, что запах я сделала мужской. Посмотрите, как симпатично выглядит отглаженный воротник. Ну и, конечно, я забыла про рукава. Вот я вам показываю, как выглядят швы втачивания рукава. Рукав оказался немного длиннее, чем я предполагала, но я решила, что для пижамы это не страшно. Будет ребенку теплее. В целом, я осталась очень довольна данной пижамой. Она оказалась очень уютной и теплой, во многом благодаря еще и материалу, из которого она сшита. А я надеюсь, что вам также понравилось это видео, поэтому не забываем ставить лайки и подписывайтесь на мой канал. Ваши комментарии, кстати, тоже очень важны.